В этом видео вы узнаете ответ на вопрос, стоит ли рожать ребенка от женатого любовника. Прежде чем мы продолжим дальше, у меня к вам маленькая просьба. Пожалуйста, нажмите на колокольчик и подпишитесь на канал. Благодаря вашему простому действию видео может попасть в избранное YouTube, и тогда мы с вами вместе донесем его до большого количества людей. Стоит ли рожать ребенка женатому любовнику? Однозначно да, если вы этого хотите. Но, пожалуйста, действуйте не импульсивно на желание «хочу сейчас». Потому что вопрос это достаточно серьезный. Вы должны заранее продумать, готовы ли вы к тому, что будет. Возможно, вас будут осуждать. И здесь нет ничего плохого, хорошего. Это просто момент, который нужно выдерживать. Нужно быть готовой к этому и сказать «да». Хотите, осуждайте меня, а вот я так захотела и сделала. Потому что вы рождены в этой жизни делать то, что вы хотите, и судьи здесь вам нет. Никто вас не судит. Даже когда люди это пытаются делать, вы либо поддаетесь этому и разрешаете им себя судить, когда реагируете на это, либо вам просто фиолетово на то, что кто-то вас будет за это осуждать. Что может еще останавливать, когда женщина чувствует, что «хочу» внутри сердца и говорит «хочу, давай», но что-то останавливает, она сомневается и приходит, например, в YouTube, вбивает такой запрос в поисковик и находит это видео. Страх, что я ему рожу, он там, я уже как-то с ним связана, а вдруг он не будет меня, например, финансово обеспечивать так, чтобы мне хватало и на себя, и на ребенка. Ведь согласитесь, прокормить и обеспечить себя проще, чем иметь уже такую ответственность, как новый человек в этом мире, для которого вы мама. Не бойтесь открыто проговаривать все финансовые вопросы до зачатия ребенка, до родов. Нужно четко выписать на листик, что и как вы хотите, на каких условиях вы согласны войти в это приключение. И сделайте это не приключением, а заранее хорошо спланированным путешествием. Выпишите все четко. Где вы хотите, чтобы он учился, сколько мужчина должен вам давать денег, как часто вы хотите, чтобы он виделся. Все. И принесите эту информацию мужчине. Прямо на листике или словесно, если вы все помните. И проговорите, но только не требовательным голосом, как будто вы прям на рынке совершаете акт покупки какого-то предмета. Нет, проговорите, что это очень ответственно и важно. Мне быть мамой и быть ответственной за малыша. Ты тоже можешь быть за него ответственным в той мере, в которой ты решишь. Так вот, мне нужно знать, как ты это видишь. Давай я тебе расскажу, как я, давай поговорим. Вот я тут подумала, покажите это ему с точки зрения серьезности подхода. Не строгости к нему, а серьезности к моменту выбора, делать это или не делать. Покажите это через любовь, что я буду такой хорошей мамой, я буду любить этого ребенка, и поэтому я обязана заранее все продумать. И проговорите все до нюансов, когда он планирует приходить, когда он планирует видеть, кто будет ездить в путешествия, кто будет оплачивать садик ребенку, кто будет покупать ему вещи, будет у вас няня или не будет, будут у вас репетиторы или нет. И вот все, на что мужчина согласен, если вам это подходит, окей, но заранее организуйте таким образом, чтобы все финансовые вопросы у вас была некая подушка безопасности, чтобы мужчина вам как-то гарантировал не словами, а действиями, что вы действительно получите вот это, то, на что вы хотите. Вы имеете право прямо ему спокойно сказать. Да, согласна, допустим, если вам все подходит. Давай в день, когда мы узнаем, что я беременна, ты мне переводишь на счет в банке такую-то сумму денег, которая будет это гарантировать. То есть этой суммы либо хватит до, 18, например, лет это все делать, либо это будет сумма, которая проценты со вклада будут позволять вам ежемесячно обеспечивать потребности ребенка хотя бы в каком-то минимальном количестве. Не все, что вы расписали, но чтобы вам хотя бы минимум хватало на то, в чем вы хотели бы, чтобы мужчина вам помогал. Либо не в тот же день, когда ты узнаешь, что я беременна, а в течение недели. Четко, прям даже дни, сколько дней нужно для того, чтобы он перевел. Иначе вы рискуете попасть в крайне сложную ситуацию, если вы поверите мужчине. Доверитесь, а вдруг он окажется не тем, кому можно доверять, а вы уже беременна. Это очень может быть неприятный момент, поэтому позаботьтесь о себе заранее. Если у вас остались вопросы после этого видео, пожалуйста, пишите их в комментариях. Регулярно захожу в комментарии, читаю ваши вопросы и рада отвечать на них. До встречи в новых видео. Пока-пока.